Это наш первый день в Крыму. Вчера мы пересекли Керченский мост. Он находится вон там. Там у нас находится город Керчь. Там у нас уже начинается южная часть Крыма. Мы пересекли мост. Все бы хорошо, вот уже видим Керчь. А фишка в том, что пришлось сделать круг 15 километров. Нету еще развязок, которые бы вели прямо в город. Это очень сильно портит впечатление. Приходится делать большой крюк. На машине, в принципе, он большой, а для велосипеда он еще больше. При этом там рядом, там есть техническая лестница при пересечении мостов. Она будет видна, я не буду просто показывать это где. Технически это делать нельзя, но на практике можно, потому что всего лишь нужно перелезть забор и подняться по этой чертовой лестнице. И все, ты в Керчи. И вообще спится в палатке, особенно когда ты весь день крутишь, прекраснейшим образом. Только вот так вот включил и выключил, включил и выключил. Да, даже я, человек, который ничего не понимает в истории, первый раз, конечно, производит впечатление. Вроде и камни, вроде ничего такого, но осознание того факта, что им 2000 лет, что это город, вот это вот все, это, по сути дела, был город. И очень много всяких разных интересных тайн здесь, конечно, скрыто. Вот сейчас поговорил с охранником местным. Да, говорит, там много чего и вскрывали, и вскрывают, и продолжают вскрывать. Тут одними честными стараниями всего не откроешь. А сколько чего, конечно, поувозили и в советское время, и в досоветское, уж кто знает, одному Богу известно. В общем, продолжаю здесь находки находить, уж простите за тавтологию, увозить ценности. И тоже официальные экспедиции, так вот говорит, там раз в год на месяц они приедут, покопают, в Эрмитаж увезут. Все чинно-благородно. Дай им Бог всем удачи найти что-нибудь ценное. А мы едем дальше. Мы потеряли стульчик. Не выдержал он веса поэта. Прощай, друг. Вот что вам нужно знать про этот велосипед Schulz Road Killer. Если провести аналогию с автомобилями, то Schulz Road Killer — это Нива. Причем такая классическая Нива с железными бамперами. Да, братан? Да. Лада 4х4, современная вариация. Вот, почему мы так считаем? Потому что вот вам пример простой крымской дороги, сельской. То есть это просто гравийка, совершенно тупая гравийка с сыпухой, с каким-то постоянным уклоном вниз, каким-то постоянным уклоном вверх, когда тебя постоянно трясет и колбасит. Но при этом, если довериться велосипедам, а этому велосипеду можно довериться, то он просто катит как по маслу. Здравствуйте! С вами очень суровый Никита Сварщик. В общем, конечно, я знаю, что такое ветер в рожу. Но то ощущение, когда ты должен ехать с горки вниз, но ты едешь вверх из-за попутного ветра, это оно очень странное. Чтобы вы понимали масштаб трагедии,
даже вот так. Супермен! Где могу сказать, кадр хороший получился. Перед вами наш 5-звездочный люкс. В связи с тем, что сегодня обещают переменную облачность, возможно, с сильной грозой, мы крайне не хотели попадать в эту неловкую ситуацию. Тем более неловкость данной ситуации еще заключалась в том, что дует очень такой легкий ветерок. Если включить эти два фактора, дождик и ветер, я понимаю, что совсем не хочется. Нет, совсем не хочется. И славное село Марфовка, до которой мы не доехали, мы до нее доползли, вот реально доползли, потому что ехать со скоростью пешехода, проще идти пешком, чем ехать на велосипеде, да, братан? У него травма душевная. И вот наш славный советский коровник будет нам пристанищем на ночь. И надеюсь, никакая буренка к нам сегодня не забредет. Вообще не хочу никого сегодня видеть. Хочу спать, хочу, чтобы ночью шел дождик, а с утра его не было. Это все, что я сейчас хочу. Больше ничего. Честно. Отличная печенька. Лучше. Навигатор нам показывает дорогу. 11 километров. Вот наша дорога. Как называется? Хрен его знает. 11 километров. Легко. Спрашивать у местных, которые ездят на тракторах типа Беларусь, в худшем случае на Ниве, можно ли здесь проехать на велосипеде, абсолютно бесполезное занятие. Но когда ты понимаешь, что впереди не 1 километр, ты начинаешь сомневаться в правильности принятого решения. Где здесь этот лес? Как понять, что в Крыму вы выходите на дорогу? Если вы смотрите и видите стада, значит они идут по дороге. Я обещал поцеловать асфальт, и я это делаю, потому что это асфальт. На, держи. К черту села, к черту степи. Я теперь даже не знаю, кого бояться больше. Коров, машин, собак, степей, самого себя. Вообще все тлен, всю жизнь, все боль. К черту велотуризм. У нас из продуктов ни хрена нет. Сел по дороге к продуктовым магазинам тоже ни хрена нет до этой Феодосии. Поэтому у нас 50 километров вот таких же вот ушлепанных дорог. И все, только Феодосия, только вперед.
Это не тот Крым, который я ожидал. Крым, говорили, мой, как говорили, горы. Говорит, будет здорово, они. В принципе, все маленькие деревни, которые мы встречали, напоминают вот подобные. 1-2 оставшихся дома, все остальное заколочено, брошено и давно уже покинуто людьми. Чердак горит, Никита, вперед лети. Фух, Феодосия за моей спиной, точнее море. Феодосия там. Очень мы с братаном устали. Сейчас вот буквально кемпинг найду, рухну. Долго крутили. Физически больше меня нет. Поэтому все самое вкусное будем в следующем выпуске делать.